Практически каждый человек с РПП однажды может сказать: я думала, что это я такая особенная, а на самом деле это просто симптом. Сегодня я буду рассказывать о психологических защитах, которые используют люди с РПП. И при этом они уверены, как правило, что они не делают ничего специально. Они просто вот такие. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Барте, я психолог, кандидат биологических наук, и вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения, разных особенностей этих расстройств. И конкретно сегодня я буду говорить о психологических защитах. А вообще такая тема довольно избитая, да, что психика защищается, там психологическая защита, все понятно, все знают это выражение. Но я буду говорить о том, какие конкретно психологические защиты используют люди с разными РПП. Но прежде чем я начну, как всегда, прошу вас подписываться на мой канал, ставить лайки, комментировать, репостить и делать все, что вам под силу, чтобы помочь каналу продвинуться, потому что так больше людей с расстройством пищевого поведения смогут найти его и получить какую-то помощь. Психологические защиты. Вообще про психологические защиты говорил еще Фрейд, он же Фройд, давным-давно, и он сказал, что вот психологические защиты — это какие-то такие вот бессознательные процессы, которые позволяют психике, по сути, что такое психологическая защита? Это нечто, что позволяет психике каким-то образом избавиться от неприятных переживаний, от тяжелых мыслей и не переживать их в полном объеме. То есть это нечто, что позволяет снизить напряжение в вашей психике, вызванное тяжелыми переживаниями, воспоминаниями или мыслями. Психологическая защита, что важно сказать, это неосознаваемый психический процесс. То есть, когда человек защищается, он не осознает, что он защищается. Если он осознает, что он защищается, то это не психологическая защита, это что-то другое. Это просто какая-то модель поведения. Поэтому люди это делают, не понимая, что они делают. И, конечно, главное последствие психологической защиты для терапевта — это то, что психологические защиты фактически являются основой всего сопротивления терапии. То есть если человек вот вроде как пришел в терапию, да, и вроде как хочет, а потом в какой-то момент он начинает так... Я уже где-то говорила, кстати, про психологические защиты. А в каком видео я это говорила? Ну ладно, если найду это видео, сделаю ссылку на него. А потом человек такой: ну вот, может, как-то мне, может, и не надо, может, я не такой уж и больной, может, и лечить меня незачем. Вообще это все мне не очень помогает, это все бесполезно, не работает, и вообще я сам не знаю почему, но больше не пойду. Вот это сопротивление терапии, в основе которого лежат психологические защиты. Психологические защиты, в частности, я говорила про вытеснение, когда я говорила про расщепление эго, то есть личности человека, психической реальности, не личности, психической реальности человека на травмированную и адаптивную часть, на травмированного и адаптивного ребенка. Я вспомнила где, я там много говорила про психологическую защиту, конкретно про вытеснение. Психологическая защита, которая как бы защищает нас от того, чтобы все тяжелые мысли и переживания, которые нам не хочется испытывать, и не просто не хочется, а нам невыносимо испытывать, чтобы они проникали в сферу сознательного, и нам это все надо было думать как-то, и переживать это все как-то, и признавать это все как-то. Вот смысл вот этой защитного процесса в том, чтобы снизить напряжение от внутреннего конфликта. Внутренний конфликт — это когда части вашей психической реальности, части вашей личности хотят противоположного. То есть хочу путешествовать и посмотреть мир, но не могу бросить детей или стареньких родителей, и возникает конфликт. Ну, это примитивный пример, конечно, такой, но возникает такой конфликт как бы. Или хочу любви, но боюсь любви, и сама разрушаю отношения, возникает конфликт.
и так далее. Жить в состоянии конфликта психического сложно. Это вызывает колоссальное напряжение, это вызывает постоянные какие-то переживания. Вот чтобы снизить уровень психологического, остроту психологического конфликта, используются защитные механизмы. А люди с РПП — это естественно. Суть РПП — это внутренний конфликт. Когда я хочу, но не могу, или когда я вроде и могу, но не могу себе позволить, ну и так далее. Все вот эти вот, когда я себя люблю и ненавижу одновременно, ну вот это все. Так вот, психологических механизмов выделяют много, прям их много. Какой-то общей такой классификации нет. И бог с ней, она нам не нужна. Я буду говорить конкретно о психологических защитах, которые используют люди чаще всего. Вот что приходится видеть, которые используют люди с расстройствами пищевого поведения. Например, очень типичная такая психологическая защита для анорексиков, которая называется всемогущий контроль. Это примитивная такая довольно защита. Ну, всемогущий контроль — это очень детская история. Это когда от меня зависит. От меня зависит. От меня зависит, буду ли я счастлива. От меня зависит, как ко мне будут относиться люди. От меня зависит, будут ли меня любить. От меня зависит, понравлюсь ли я. Потому что все в этом мире зависит от меня. Все, мое счастье, ваше счастье, все зависит от моего поведения и от того, как я выгляжу. И вот этот вот всемогущий контроль, когда я пытаюсь контролировать и себя, и людей вокруг меня, а люди с анорексией очень часто пытаются контролировать своих близких, когда им есть, сколько им есть, во сколько им вставать, куда им ходить. Они пытаются контролировать всех и заставить всех как бы, да, всю семью выполнять какие-то назначенные им функции, и нередко они приходят к психологу и пытаются и психолога контролировать. То есть ты плохо себя будешь вести, я не буду есть. Хорошо будешь себя вести, я поем. Ну и так далее. Это психологическая защита. Зачем она нужна? Какую работу она делает? Если все зависит от меня, значит, я могу сделать так, чтобы все было хорошо. Потому что если зависит не от меня, то я не могу. Если мне плохо, значит мне плохо. А если все зависит от меня и мне плохо, значит я могу что-то сделать, похудеть, лучше учиться, очень стараться, быть самым лучшим, самым прекрасным, не доставлять никому проблем. Если все зависит от меня, то я могу изменить. И вот конкретно анорексики очень часто включаются, когда в семье есть какая-то патологическая динамика. То есть, например, папа пьет, или родители ругаются, или пытаются развестись. Ребенок заболевает анорексией, и чем больше проблем между родителями, тем тяжелее его состояние. И это неосознанно. Это не то, что он такой сидит и говорит: о, сейчас перестану есть, они быстро забудут о разводе, начнут бегать и меня спасать. Нет, никто так не думает. Ну, просто возникает вот такая интересная история. Чем хуже у родителей отношения, тем больше расстраивается ребенок, тем меньше он ест. Родители из-за этого решают, что сейчас не время разбираться между собой. И вообще, если они разведутся, это плохо повлияет на ребенка. И все как-то замораживается. И так это все поддерживается вот в этой вот токсичненькой динамике. Это защитный механизм всемогущего контроля. Как я сказала, характерен для анорексии. Идентификация с агрессором или интроекция. Это такой защитный механизм, когда все знают про стокгольмский синдром. Да? Это когда там людей похитили, держали в заложниках, а потом через какое-то время эти люди похищенные, эти заложники вдруг начали испытывать симпатию к похитителям и сказали: да хорошие же люди в принципе, и требования у них нормальные. А вот эти полицейские, которые стреляли, вот негодяи. Это стокгольмский синдром. Это идентификация с агрессором. Что это означает в условиях РПП? Идентификация с агрессором очень характерна для булимии и компульсивного переедания. Если мы говорим об агрессоре в физическом смысле, то это в основном компульсивное переедание. Если в психологическом, то это в основном булимия. Как это выглядит? Это выглядит так, что вы как будто принимаете идеи
мысли и суждения и действия другого человека как правильные. То есть мне говорят, что я ленивая эгоистка, это потому что я ленивая эгоистка. Ну, там я могу это как-то исправлять, что-то с этим делать, но это не мама у меня такая злая и не любит меня. Мама хорошая. Потому что если у меня мама злая, плохая и не любит меня, мне с этим, извините, что-то надо делать. Это тяжело. А так мама-то хорошая. Я, видимо, плохая. Но я там могу это как-то исправлять еще. То есть тоже тут еще какой-то притягивается за уши вот этот контроль. Просто он уже не всемогущий. Но тем не менее. Люди с компульсивным перееданием очень часто ассоциируются с агрессором, идентифицируются с агрессором физическим. В том смысле, что меня бьют, видимо, потому что я заслужила. Меня бьют, видимо, потому что я спровоцировала. Я не так себя повела. Я должна как-то так себя вести, чтобы не провоцировать папу, чтобы он меня бил. То есть вот эта идея о том, что ты заслуживаешь наказания или ведешь себя как-то так, что провоцируешь, заставляешь, вынуждаешь тебя бить. Вот эта идея принимается как своя, как реальная, как своя. И человек уже эту идею несет как бы. И он уже как бы в это верит. И опять же, папа неплохой-то человек. Он же хороший, и он даже любил меня, просто он не хотел, чтобы я выросла наркоманкой, негодяйкой, там, гулящей женщиной. Он был вынужден меня бить, просто вынужден. Я практически его до этого довела. А папа хороший, я плохая. И так мне легче. Если папа хороший, а я плохая, как это ни парадоксально, это легче. Потому что, как я уже говорила, для людей принципиально важно считать, не хочу говорить знать, считать, что родители их любят. Потому что пока родители их любят, они их защитят и позаботятся о них. А если родители меня не любят, значит я в опасности. Я в опасности. И это очень тяжело. Это про выживание, про жизнь и смерть. Поэтому пусть лучше папа будет хороший, а я буду плохая. Это идентификация с агрессором. Отрицание. Отрицание – это когда вы отрицаете, что какие-то негативные последствия для вас. Например, терапевт вам говорит: слушайте, ну это, конечно, тяжелейшая травма, ну вы что, изнасилование. А тот, кто сидит напротив, говорит: да нет, в принципе, я не считаю, что я травмировалась, я забыла. Я как бы об этом не думаю, не вспоминаю, мне это не мешает. А ты смотришь на этого человека и понимаешь, что это одна ходячая травма. Там все неправильно, все нарушено. А он сидит и на полном серьезе тебе объясняет, что как бы да нет, да нет. Если говорить про РПП конкретно, вот такое отрицание чего-то тяжелого, произошедшего с тобой, характерно для всех РПП. Но классика – это, конечно, анорексики, потому что анорексики отрицают, во-первых, что у них анорексия. Это прям сразу они. Им говорят: у тебя анорексия. Они говорят: нет, у меня ничего нет. Я просто вот похудеть хочу. Не знаю вообще, о чем вы. Конечно, я могу есть, я просто не хочу. То есть они отрицают анорексию. Они отрицают, что это из-за анорексии, а когда вы худеете до определенного момента, у вас начинаются жуткие скачки настроения, эмоций, истерики какие-то начинаются. Они отрицают, что это связано с худобой. Они отрицают, что они пытаются себя убить. Они говорят: нет, я просто хочу быть худой, что за бред? Они вообще все отрицают. Вот классический анорексик – это человек, который отрицает все. И прежде всего он отрицает последствия анорексии. То есть мама не любила, нет, любила. В вашей семье есть проблемы, нет, у нас замечательная семья. Ты там, я не знаю, ты в обморок упал, потому что ты голодный. Нет, это просто так, фаза Луны не та была. Ну и так далее. Ты же понимаешь, что ты дойдешь до такого веса, и тебя опять госпитализируют. Да не-не-не, я чуть-чуть похудею и остановлюсь. Отрицание. Хотя уже 20 раз так было, и уже 5 раз госпитализировали. Понятно, что не остановишься. Не остановится человек. Но он искренне верит, что остановится. Это отрицание. Изоляция.
Изоляция или уход в фантазирование. Это когда вы как бы отстраняетесь от всего происходящего плохого и уходите в какую-то параллельную реальность. Очень характерно для людей с компульсивным перееданием и меньше для всех остальных. Это когда человек буквально либо зачитывается книжками, либо засматривается фильмами, либо просто сидит и придумывает для себя другую жизнь. Булимики тоже этим отличаются, но больше всего, наверное, люди с компульсивным перееданием. Вот другую жизнь вообще, не похожую на реальную. Жизнь, где и там с принцессами, с какими-то волшебными путешествиями, с какими-то фантастическими историями, с какой-то любовью, которой у меня никогда не было и которая чудеснее, чем в любом фильме. И это позволяет человеку уходить от реальности, которая жестокая, которая болезненная и с которой ничего невозможно сделать. Компьютерные игры, кстати, тоже очень хороший способ уйти от реальности. Вот это все сюда, это чтобы изолировать себя от реальности. Мы не отрицаем реальность, мы просто как бы из нее уходим. Вот это изоляция. Расщепление. Про расщепление я, конечно, говорила. Больше всего к расщеплению склонны люди с компульсивным перееданием. Я говорила про расщепление, когда снимала видео про отвращение к телу. Ссылка. Вот. Это когда вы как бы разделяетесь на хорошую и плохую часть. Это плохую часть вы не любите и с ней вы боретесь, а остальная ваша часть как бы идеальная и с ней можно жить. Вот. Ну, я очень говорила подробно об этом в другом видео. Вы можете посмотреть. Но, как я уже сказала, расщепление супер характерно для анорексии, или не сказала, и компульсивного переедания, когда все ваши проблемы исключительно из-за жира. Вот это жир виноват. Вот если бы не жир, то у меня была бы и любовь, и профессия, о которой я мечтала, и жизнь, о которой я мечтала, и все было бы по-другому. Это то просто жир. А на самом деле это не жир, это жир потому что что-то. Потому что что-то с вами произошло. Он никогда не причина. Но это не я. Это вот такая моя часть неприятная, от которой я сейчас избавлюсь, и все станет чудесно. Это расщепление. Соматизация. Соматизация – это тоже вид психологической защиты, который очень характерен тоже для компульсивного переедания и анорексии. Что такое соматизация? Соматизация – это когда происходит что-то плохое, какие-то плохие эмоции, я сразу заболеваю. Я заболеваю. И вообще это не потому, что что-то ужасное произошло, а это я заболела. Происходит какой-то стресс, я не могу есть. Но я объясняю это не тем, что я не могу есть из-за стресса, а вот меня как-то пучит, как-то меня, значит, у меня как-то болит все сразу, вот как-то в меня не лезет. В общем, тело отказывается как будто. Вот тело отказывается. И также люди с компульсивным перееданием тоже этим грешат. Их тело тоже может заболевать, вот тут у них начинает колоть, здесь у них начинает болеть. И происходит это тогда, когда дела идут не так, когда что-то не удовлетворяет в жизни, когда возникает какая-то фрустрация, когда они собираются садиться на диету, они вдруг совершенно теряют способность испытывать голод, потому что тело просит, у них там падает сахар сразу куда-то там в тартарары. И вроде как и сделать ты ничего не можешь, прям тело против тебя. Ну что тут сделать? Ну организм отказывается. Но на самом деле это соматизация, когда у вас буквально болит, вы буквально заболеваете, вы не осознаете связи, но происходит вот эта имитация симптомов болезненных, там, простуды, температура вырастает, потому что наши органы, к ним идут нервы от мозга же. То есть все равно все от мозга. И когда мы говорим, что все болезни от нервов, часто да. Не все, но часто. Это соматизация. Возмещение. Возмещение – это когда что-то плохое произошло, но вот прям по-настоящему плохое, но вам надо как-то это закомпенсировать. И классика – это «да, меня били, но зато я вырос хорошим человеком». Это возмещение. Вы как будто предлагаете что-то хорошее вместо плохого. Анорексия. Да,
да, я худая, да, меня кладут в больницу, да, меня пичкают таблетками, да, меня вся семья страдает, может, я вообще умру, зато я худая, например. Булимия – это вообще классика. Да, меня обзывали, ругали, критиковали, все что угодно делали, и теперь вот я добиваюсь успеха, я такая, не благодаря этому как бы, но в том числе и поэтому тоже. И я теперь такая, раз такая, добрая, хорошая, молодец, вообще не понимаю, чего меня критиковали, я вообще такая вся чудесная. Вот. Характерно для всех, вообще для всех РПП, возмещение и компенсация, но больше всего, наверное, для булимиков. Вот они прям, вот они компенсируют вообще все. Они как переедание компенсируют, да, вот это чистое возмещение. Да, я переела, но я вырвала, я приняла слабительное, и я как бы компенсировала, я как бы возместила ущерб, который я себе нанесла. Вот прям классика. Вот, или там я там переела, потом 3 дня голодаю. Возместила. Прямо вот булимики в этом супермастера в возмещении. Прям высший пилотаж. Анорексики так похуже, и компульсивное переедание так еще похуже. Вот, потому что они вообще фрустрацию переносят плохо, а возмещение это про то, чтобы вот прям вот сделать все равно. Ну, про вытеснение я говорила много. Еще раз смотрите видео про травмированного и адаптивного ребенка. Тут как бы все понятно с ним. Это для всех абсолютно РПП характерно. И вообще вытеснение – это, наверное, главный защитный механизм людей с РПП. Суть вытеснения в том, что вы берете какой-то факт или какое-то событие, или какие-то переживания и как бы забываете про них. Но вы не забываете про них, вы о них не думаете. Вы их помещаете куда-то в бессознательное, и они там лежат. Они там не просто лежат, они там скребутся и шевелятся, и хотят наружу. Но вы их из осознаваемого убираете и как бы о них не помните. Вот как бы, вот не вспоминаете, как-то не помните об этом. Это вытеснение. Идентификация, которая характерна, идентификация обычно происходит, если мы не говорим об идентификации с агрессором, конкретно с агрессором, то вообще идентификация, которая очень характерна для анорексиков, это когда я принадлежу к какой-то группе. Я часть этой группы, и поэтому я такая. Это характерно для подростков вообще, а из РПП это характерно для анорексиков. И даже не потому, что они часто подростки, а просто потому, что, например, если у людей с компульсивным перееданием, у них еще там как-то вот с отношениями туда-сюда нормально, булимики сторонятся таких каких-то близких отношений, а анорексики очень хотят отношений. И они ищут, к кому можно присоединиться, где найти тех, кто как бы их примет. И кто принимает анорексика? Другие анорексики. Им поэтому именно анорексики вступают во все эти паблики, группы, сообщества людей с анорексией, чтобы поддерживать друг друга. Главная проблема такого защитного механизма, то есть я не одинока. В чем защита-то? Я не одинока, я не сижу у себя в норке. Посмотрите, сколько у меня друзей. Я сижу в чате, и там 500 человек. Таких же, как я. Они меня принимают, они меня поддерживают. Кто сказал, что я одинока и мне не с кем поговорить? Нет, вот же. Вот защита и вот это убирание, удаление как бы внутреннего конфликта. Так вот, именно поэтому ни булимики, ни люди с компульсивным перееданием, кстати, люди с компульсивным перееданием тоже еще могут находить какие-то группы, где все худеют. Вот, знаете, все худеют. Булимики не сильно вообще стремятся к таким же, как они, ну, если только они уже все осознали и уже выздоравливают активно. А анорексики, прям их не вырвешь из этих чатов, из этих пабликов. И главное, тяжелое последствие такой идентификации, потому что человек начинает думать о себе как об анорексике. Я анорексик. И это то, что я делаю. Вот я не ем, я худею, я веду себя так-то, я вешу столько-то и общаюсь вот с этими людьми. Это то, что я делаю.
Вот это я, это моя личность. И когда вы начинаете этого человека вытаскивать из анорексии, вы как будто пытаетесь у него отнять его идентичность. Вы хотите его вырвать из этого общества людей, которые его принимают, и поместить его туда, где с ним уже ни в классе никто не общается, где все друзья в ужасе разбежались, где просто шарахаются люди от него, потому что кому это надо? Вот, вот это вот все. Вот больной человек, ну что, жаль очень, что ты больной, ну как бы, ну лечись. Вот. И там они столкнутся вот с этой реальностью, что они одиноки, они абсолютно одиноки. Поэтому защитный механизм заставляет их цепляться за анорексию всеми силами, всеми фибрами души. Изоляция аффекта, интеллектуализация, рационализация и гиперкомпенсация – это, конечно, про булимиков. Что такое изоляция аффекта? Изоляция аффекта – это когда вы не чувствуете. Ну вот это зачем вот это все сейчас плакать, вот это все, вот эти сопли, вот это какой в этом смысл вообще? Вот какой в этом смысл? И булимик такой вот сидит, рассказывает что-то тяжелое, ну так вот, даже с улыбкой иногда, очень хладнокровно, потому что чувствовать это все невыносимо, и поэтому я не чувствую. Гиперкомпенсация, понятно. Вы все компенсируете, я об этом уже говорила. И как отдельный защитный механизм, это когда я, может, конечно, и плохая, но я сейчас все починю. Я сейчас стану хорошая. Я сейчас вот, и даже не то, что я стану хорошая, неправильно сказала, понимая, что я плохая, я буду делать что-то, чтобы как-то это, как бы, ну вот вам, люди, компенсировать. Понимая, что я ленивая, я буду делать что-то, чтобы как бы вот было уже не так отвратно со мной общаться. Вот это правильно. То есть они как бы не станут хорошими, но как бы что-то за это дадут. Вот это чистая, конечно, чистая булимия. И тогда вроде уже, ну, я уже вроде как, я, конечно, да, я все еще лентяйка, но как бы уже могу с этим жить, потому что вот я очень активно стараюсь. И как бы вот это напряжение от того, осознавание того, что я лентяйка, оно уже, ну, уже как-то можно об этом меньше переживать. Что касается рационализации или интеллектуализации, это, конечно, тоже про булимию, про то, что эти люди все могут объяснить. Они могут объяснить все логично, очень трезво. Да, это было так, и теперь вот происходит вот это. Да, конечно, в детстве было, мягко говоря, не идеально. Да, меня много критиковали, да, было насилие, да, было много сравнений, да, меня любили меньше, чем моих братьев и сестер, и мне об этом сообщали, да, я это знала. Ну, что ж делать, такова жизнь. Ну, как-то справляюсь. Ну, в жизни не такое происходит, вы знаете. Ничего, я, в принципе, неплохо справляюсь, хотя это, конечно, на меня повлияло. Ну, что же делать? Вот это не про терапевтическую проработку, понимаете? Это про то, чтобы мы как бы все объясняем для себя. Почему у меня булимия? Ну вот почему у меня булимия, конечно. Мы как бы все объяснили, и как бы все стало проще и понятнее. А на самом деле проблема остается. То есть тот факт, что меня там не любили, тот факт, что меня критиковали, тот факт, что там какое-то надо мной совершалось эмоциональное насилие, я с ним все равно ничего не делаю. Мне от него все равно больно. Но чтобы мне не было так больно, я занимаю вот такую позицию, я вытесняю свой аффект и так все складненько вот объясняю все всем. И себе в первую очередь. Регрессия. Регрессия – это 100% анорексия. Что такое регрессия? Регрессия – это когда человек уходит в младший возраст. Он растет, или не растет, он уже взрослый, и он сталкивается с чем-то, с чем, как он чувствует, он не может справиться. И тогда он откатывается в психологическом возрасте назад на сколько-то лет, иногда на много лет, и начинает вести себя как маленький ребенок.
Или как вот очень часто люди с анорексией, когда им уже там 18 лет, 17 лет, когда с ними начинаешь говорить, они начинают называть возраст, где бы они хотели быть, или как они себя чувствуют. Они говорят, ну да, я понимаю, что мне 18 лет, но разве мне 18 лет? Я чувствую себя на 12. Или там, например, я бы хотела, чтобы мне было не 18 лет, а 12. И, как правило, называется возраст до манифестации анорексии, вот что интересно. То есть не какой-то там, я хочу, чтобы мне было 3 года, а я хочу, чтобы мне было столько, сколько мне было до того, как началась анорексия. Ну, это тоже неосознаваемо, это так получается чаще всего. Что такое регресс? Регресс – это когда я начинаю вести себя, чувствовать себя и думать так, как будто мне намного меньше лет, чем есть на самом деле. Что это мне дает? А я слишком маленький, чтобы решать все эти проблемы. Это для взрослых. Вот это все вот это отношения, вот это все там будущее какое-то, вот это сталкиваться с этими страхами, как я буду жить, с кем я буду жить, что вообще будет со мной происходить. Это для взрослых, а мне 12 лет. И для меня важно то, что важно для людей в 12 лет. Мои девочки, подружки, погулять, вот это все, мама, позаботься о мне, деньги зарабатывать. Не-не-не, мне же 12 лет. Это тоже защитный механизм, который прежде всего позволяет справиться со страхом и с проблемами, вот, которые вам очень-очень страшно решать, и вы серьезно подозреваете, что вы не справитесь с этим. Как я уже сказала, анорексия – это прям вот, ну вот прям почти каждая. Почти каждая. И они даже вербализируют это. Они говорят, я не хочу быть взрослой. Нет, я не хочу быть взрослой. Зачем? Это сложно. Там ничего хорошего нет, я не хочу. Вот 12 лет идеально, меня устраивает. Вот это, естественно, как и все другие защитные механизмы, они снимаются в процессе терапии, это тоже уходит. Человек начинает нормально воспринимать себя в своем адекватном возрасте. Отыгрывание. Отыгрывание – это, конечно, прежде всего анорексия, компульсивное переедание. Что такое отыгрывание? Классическое отыгрывание – это когда человек как бы заново проигрывает какую-то плохую травматическую ситуацию, каждый раз надеясь, что в этот-то раз он выйдет победителем из этой ситуации. Так девушки, например, подвергшиеся насилию сексуальному, снова и снова попадают в какие-то странные истории, оказываются в каких-то странных местах и часто могут стать жертвами второго и третьего изнасилования. Потому что они как бы идут в эти места. И не потому, что они хотят, а потому, что они как бы бессознательно пытаются столкнуться с такой же ситуацией, бессознательно, подчеркиваю, для того, чтобы в этот раз себя защитить. Если получается, прекрасно, чаще не получается. Или, например, люди, пережившие так или иначе сексуальную или сексуализированную травму, начинают вести какие-то беспорядочную жизнь половую. Не потому, что они такие, и не потому, что им понравилось, а потому, что надо окунуться прям в это, прямо вот по макушку, чтобы как-то с этим справиться и разгрести это все. Вот это как бы такой классический пример отыгрывания. А что касается людей... вот еще хороший классический пример отыгрывания. Это когда человек, там, женщина раз за разом, например, выходит замуж за алкоголиков. Например, то есть и тот был алкашом, и этот алкаш, и следующий алкаш. Спрашивается, почему ей нравится? Нет, она каждый раз пытается войти в эту ситуацию и спасти этого алкаша. И чаще всего потому, что алкашом был, например, папа. И его спасти не удалось. Поэтому мне надо какого-то спасти, чтобы ради меня, ради нашей любви, потому что я такая хорошая, чтобы он бросил пить. Ну и не срабатывает, как правило. Вот. А что касается расстройств пищевого поведения, то это может быть вот это все, что я описала, потому что травма редко одна. Так уж мы устроены. Если человек травмируется, он может травмироваться об разные вещи. Есть просто такие люди, с которых как с гуся вода, а есть люди с более хрупкой душевной организацией, они травмируются. Так вот, что касается отыгрывания при РПП, то это прежде всего анорексия и компульсивное переедание. Потому что эти люди больше всего пытаются добиться любви от родителей. Анорексики, понимая, что у них холодные родители, устраивают вот этот спектакль под названием «Полюби меня, мама, а то умру»,
и пытаются добиться этой любви раз за разом. Ладно, есть такие мамы, которые прям реально включаются и начинают давать эту любовь ребенку. Тогда все хорошо. Но чаще всего они раз за разом натыкаются на вот эту холодность, потому что там даже мама уже вроде как и спасает, но тоже так. Типа, как же ты задолбал? Уже выздорови, наконец. И каждый раз об этом снова ранятся. Но снова и снова они цепляются за маму, снова и снова, чтобы наконец-то добиться того, что они очень и очень хотят. Чтобы наконец-то как-то до мамы дошло, мама как-то осознала и как-то уже полюбила наконец. И люди с компульсивным перееданием делают то же самое, потому что они, как правило, очень хорошо относятся к своим родителям. Даже к родителям, которые их били, даже к родителям, которые их унижали, они хорошо к ним относятся. Потому что, опять же, они, оставаясь в отношениях с этими родителями, они снова и снова пытаются как бы в очередной раз не нарваться, не по-другому сказала. То есть, идя в контакт, они надеются, что уж в этот-то раз это будет безопасно. Уж в этот раз мама наконец-то не будет токсичной. Потому что вот я такая хорошая дочь, вот я так хорошо себя повела, и я как бы смогу сама себе показать, что моя мама может меня любить. И казалось бы, чего ты общаешься? Ну ты же видишь, что происходит. Уходи из этих отношений. Зачем тебе это? 20 лет тебя там унижают, критикуют, всякую гадость про тебя говорят. Зачем ты общаешься? Потому что отыгрывание. Аутоагрессия, ну здесь прям понятно, что это, ну вообще аутоагрессия это все РПП. Что такое аутоагрессия? Аутоагрессия это когда это действительно агрессия, вы не можете ее выразить на тех людей, на которых она как бы должна быть выражена, там это папа, мама, еще кто-то, муж. Вы не можете себе позволить выразить эту агрессию. Соседи, наверное, вы слышите. Так вот, вы не можете по каким-то причинам, это небезопасно. Я не могу себе этого позволить, потому что я должна быть хорошей дочкой или хорошим сыном, а так ведут себя только плохие, злиться на маму, в смысле. Вот, я не могу как бы эту агрессию выразить, и поэтому я выражаю на себя. Я не могу наказать злодея, он недоступен мне, тогда я порежу себя. Я не могу злиться на отца за то, что он сделал, потому что он мой отец. Я все-таки надеюсь, что он меня полюбит однажды или может даже любит. Поэтому я порежу себя. Я злюсь на весь этот чертов мир, на своих родственников, за то, что они эксплуатируют меня, за то, что они так ко мне относятся, за то, что я тут уже вообще им всем служу, даю им всем деньги, всем помогаю. Поэтому я буду есть и блевать, и мне будет плохо, и мне будет больно, и у меня будет крутить живот от таблеток, но я буду это делать. Потому что я не могу выразить свою злость на них, я не могу этого сказать, потому что я люблю их, и я их раню этим. Если я скажу им, вы такие-то, такие-то плохие люди. Я же их этим раню. Поэтому я буду проявлять эту агрессию к себе. Это аутоагрессия. Ну и последнее. Тоже очень люблю я это защитный механизм. Это раздельное мышление. Раздельное мышление – это прежде всего анорексия, конечно. Раздельное мышление – это когда у вас есть две разные идеи, которые никак друг с другом противоречат друг другу, они никак не могут работать вместе. Но вы все равно как бы их обе транслируете и никакого противоречия не видите. Итак, анорексик на полном серьезе говорит, что умирать он не собирается, а просто будет худеть до 25 килограммов, а если повезет, то он просто исчезнет. Бред? Бред. У человека как-то все монтируется. Или человек говорит, да нет, я не собираюсь я там в смысле себя голодом морить. Нет, я просто хочу иметь ИМТ-14. Ну это же классно. И нет, я не буду болеть при этом. Нет, я просто хочу иметь ИМТ-14. То есть, ну слушай, ну определись. Либо ты хочешь ИМТ-14, то тогда у тебя анорексия, и ты болеешь, и тебя госпитализируют, и все вот эти радости. Либо ты уже выздоравливаешь и живешь счастливо. Ты не можешь делать и то, и другое одновременно. Но они, вот, им кажется, что могут. Можно иметь и ИМТ-14 и жить счастливо. Как бы одно другому не мешает, например. Или там...
не знаю что. Вот, например, да, мне будет 30 лет, я буду жить с мамой, мама будет меня кормить по вечерам. Ой. Мама будет меня кормить по вечерам, и вот такая жизнь будет у меня хорошая, классная жизнь. Да, все будут счастливы, и мама будет счастлива. Я же не умер. То есть, ну, как бы, опять же, сидеть дома и кормить по вечерам, и быть счастливой маме, да, понимая, что ребенок больной, находится на грани жизни и смерти, это несовместимые понятия. Но нет, ну классно же я все придумал. Вот, то есть вот это вот, да, хочу весить как можно меньше, но при этом не собираюсь умирать, и вообще как бы хочу быть бодрой, веселой, все будут меня любить, и я буду заводить отношения и друзей. Вот это классическое разделение мышления, или разделенное мышление, типичное для анорексиков. У булимиков это тоже есть, но у них меньше этого. У булимиков это в основном выглядит в разряде буду работать 24 часа в сутки, и еще у меня будет личная жизнь, и я буду уделять внимание себе и еще успевать учить иностранные языки. И как бы, а когда ты собираешься это делать, если ты 24 часа работаешь? Ну вот как-то сейчас напрягусь и впихну. То есть ты понимаешь, что это две вещи несовместимые. Или ты работаешь 24 часа в сутки, или вот это все, что ты сказала. Вот сейчас на танцы, вот это личная жизнь, вот это бла-бла-бла. Ну несовместимые. Ну для них совместимые. Ну вот совместимые. А вот если не совмещается, значит надо постараться и совместить. Вот это вот такое... когда люди имеют совершенно несовместимые, противоречащие друг другу идею, но никакого противоречия не осознают при этом. То есть им кажется, что все нормально и все как бы вполне укладывается в их систему логики. Вот. Это все защитные механизмы, которые используют люди с расстройствами пищевого поведения. Очень типичные, очень классические. И, возможно, я надеюсь, для чего это видео? Я надеюсь, что вы в себе тоже что-то такое узнали. И важно понимать здесь, что пока эти защитные механизмы работают, настоящая проработка проблемы и не начнется. Потому что защитный механизм для того и нужен, чтобы взять эту проблему, да, вот эту травму или это переживание и от него защититься. То есть стоит там забор, мы защищаемся, у нас нет доступа, это не находится в осознаваемом поле. А раз оно не находится в осознаваемом поле, значит мы не можем с этим как-то делать. Это вне нашей операционной системы, мы не можем этим оперировать. Вот. И главная задача в психотерапии – это снять эту защиту, и тогда человек получает доступ к тому, от чего он защищался, от чего психика защищалась, и тогда он может с этим что-то сделать. Поэтому, если вы в себе что-то узнали из того, что я перечислила, подумайте, от чего вас это защищает, от чего вас конкретно, от чего вас это защищает. И это будет, осознавание этого будет очень важным шагом в выздоровлении от РПП. Все, это все, что я хотела вам сказать про защитные механизмы у людей с РПП. Да, подписывайтесь, пожалуйста, на мои социальные сети, и на мой телеграм-канал, и на группу для общения в моем телеграм-канале. И не забывайте, что через социальные сети вы можете меня найти, если я вам нужна. Пока!